Однако в какой-то момент я начала чувствовать некоторое раздражение в чувствительной области. Она снова поговорила с гинекологом, который сказал, что поскольку опухоль не утихает, ее необходимо удалить хирургическим путем. К тому времени я очень беспокоилась, испытывала сильную боль и думала, что такую деликатную операцию нужно выполнить очень осторожно. Мысль о больнице уже была для меня большим стрессом, а тот факт, что операция была настолько деликатной, напрягала меня еще больше. Гинеколог нам сказала, что это невозможно. Она объяснила, что этот тип кисты невозможно вылечить медикаментозно. Она может только исчезнуть сама по себе или быть удалена хирургическим путем, и со временем она вернется. Тем не менее, она сказала нам, что она полностью исцелилась. Меня зовут Зои Джанопулу, я родом из Салоник. Женщина рядом со мной моя тетя Андриана Сакка. Мои показания звучат так. 2 года назад, когда я училась в 1 классе средней школы, я осталась дома на неделю, потому что заболела. Однако в какой-то момент я начала чувствовать некоторое раздражение в чувствительной области. Это раздражение постепенно начало становиться все более и более сильным. Мне стало больно, и боль стала настолько сильной, что я едва могла ходить. Тогда я решила сходить к гинекологу, чтобы узнать, что это такое. Гинеколог ее осмотрела и сказала, что это микробная киста. На сальной железе. И она пропишет антибиотики, чтобы она сошла. Она принимала антибиотики, но они совсем не помогали. Более того, эта штука с каждым днем становилась все больше и твердела, как мрамор. Этому ребенку было так больно. Лекарство, честно говоря, мне совсем не помогало. Шли дни, боль становилась все сильнее и сильнее. В итоге я дошла до плача от боли. Я не могла пойти в школу, я даже не могла дойти до туалета. Я лежала в постели и не могла ходить. Она снова поговорила с гинекологом, который сказал, что поскольку опухоль не утихает, ее необходимо удалить хирургическим путем. Вам нужно пойти за эту детскую больницу в Афинах к этому очень хорошему гинекологу. Потому что это очень серьезная операция. Если во время операции что-то пойдет не так, у нее останутся шрамы на всю жизнь. Сальная железа не заживет. Даже если мы ее удалим это хирургическим путем, через некоторое время оно снова всплывет. Ее невозможно вылечить медицинским путем. Мне действительно было очень грустно. Я очень беспокоилась о том, каким будет результат. Я беспокоилась о школе, потому что уже пропустила ее неделю. А мне предстояла 2-я неделя, поэтому я думала, что пропущу много. Поскольку мы увидели, что это не проходит, мы решили записаться на операцию. На следующий день мы записались в больницу на операцию. К тому времени я очень беспокоилась, испытывала сильную боль и думала, что такую деликатную операцию нужно выполнять очень осторожно. Мысль о больнице уже была для меня большим стрессом, а тот факт, что операция была настолько деликатной, напрягал меня еще больше. Раньше мы никогда не делали операций. Затем мы думали о том, чтобы позвонить человеку Божьему и попросить о молитве. Итак, мы ему позвонили, он помолился и сказал, что все будет хорошо. Несколько часов спустя, лежа в постели, я почувствовала невыносимую боль, какой никогда раньше не чувствовала. Я посмотрела и увидела огромное количество крови и гноя повсюду.
Я пошла в ванную, чтобы помыться и посмотреть, что случилось. И увидела, что киста разорвалась. Действительно, мы пошли к гинекологу, она ее осмотрела и сказала: «Я не верю, этого не может быть. Это должно либо пройти само, либо удаляться хирургическим путем». Она даже прокомментировала, что киста была прямо на сальной железе. Но врач понял, что сальная железа совершенно не повреждена. Я очень рада, что меня избежали такой серьезной операции. Иисус сделал это в моей жизни. Мы посетили гинеколога, чтобы выяснить, что случилось, и промыть рану. Она сказала, что это невозможно, потому что такую кисту нельзя вылечить медикаментозно. Оно могло пройти только само по себе или быть удалено хирургическим путем, но со временем оно возвращалось. Тем не менее, она сказала нам, что она полностью исцелилась.